Привет! Ты на канале Супер Арбалет. И сегодня мы тебе расскажем про арбалеты Аспид и Скаут. Мой арбалет Аспид стреляет стрелами, шариками и гарпунами. Сколько там сил натяжения, напомни? 18 килограмм. А у меня 36, он стреляет только болтами, но не шариками. Но его преимущество в том, что он мощнее. И смотри, сегодня... Давай, извините, я перебью его. У него стрелы закончатся, а я буду стрелять шариками. А потом еще и гарпунами. Да ладно, он не пробьет даже куртку человека. Человек даже не пробьет. Даже в верхнюю одежду не пробьет. Да и пофигу. Ага. У меня ручку взводишь, сразу ставится предохранитель, вставляется стрела, убирается. И я даже в холостую могу не стрелять. У меня тоже что легко взводишь. Ну покажи, как что так сделал. Так, а потом теперь спустить. Спусти, снимаешь предохранитель и ручкой, так хренак, и все. Изи. Ну ясно. Что еще? Что будем делать? Слушай, ну вот у тебя, я вижу у арбалета внизу вот какие-то там дырки. Это что, под катушку, наверное? Меня же гарпунами стреляют. Мне кажется, под сошки. А мне кажется, это под рукоять, нет? Ну, вполне возможно, сошки Да, тоже рукоять. да? Да, можно использовать. Слушай, ну смотри, у меня вот добротный корпус алюминиевый. А у тебя? Ну, у меня внутри металл, а сверху пластик под дерево. А, пластик по дереву? Пластик по дереву. Выглядит как дерево, да? Согласен. Но выдают различные отверстия. Не, а на ощупь-то вообще как? На ощупь, да. Пластик, да? Пластик. Ну вот, а мой прям такой кондовый. Но у тебя он старый, даже не ошибаюсь, он на вооружении стоял в Китае. Может быть, не знаю. Ну, в Китае. Кстати, да, арбалет, кстати, из Китая на самом деле. Делает компания Weifang. Это компания... Блин, фиг знает, с какого даже года работает. Наверное, там, с конца 90-х. И у этой компании, кстати, есть два арбалета крутых. Это Аспид и Черный Питон. Что касается моего арбалета, тяжело сказать, кто реально их делает. То Манкунг, то ЯК, то Пуйланг. Не, подожди, у тебя ЯК это подразделение Пуйланга только в Европе. Поэтому, грубо говоря, твой арбалет делает компания Пуйланг. Ну, В Европе она представлена ЯК. Манкунг делает свои арбалеты. АЛ там... ПЛ, АЛ, 80, алюминий, пластик. Мы потом как-нибудь их возьмем и расскажем про них. А может быть, кстати, даже и рассказывали про эти арбалеты. Вот у тебя рекурсивный арбалет. Верно. А у меня там блочного типа. У меня полиспастная система. Минус в твоем арбалете. Если вдруг будет холостой выстрел, или сломаются, или порвется тетивые тросы, не сможешь их сплести и найти. А если вдруг, ты говоришь, будет холостой выстрел, что с ним будет? Ну, что с ним может быть? Давай, может, проверим. Да ничего с ним не будет. Вообще, а ну-ка ты, А что, я ну попробуй в холостую. А сейчас прикинь, как в щи, да? Тут меня не направляй. Ничего, реально стреляет? Ну давай. И пофигу, да? Ну, даже обмотка не выползла. И самое главное, законцовки не треснули. Кстати, а может треснули, нет? Проверим. Не, нормально законцовка. Бывает на ПЛ. Слушай, ну нет, треснуло. Во, я же говорю. Поэтому, ребята, когда вы будете покупать данные арбалеты, рекурсивные пистолетного типа, позаботьтесь о том, что купить нужно обязательно законцовки. Зимой они летят вообще в момент. Холод, пластик все-таки. А у меня Аспид, ничего не летит. Полиспастная система. Кстати, ты знаешь, что такое это за система? Полиспастная. О, именно такая. И для чего она сделана? Для полиции Спасов. Эта система как раз сделана для того, чтобы... Если мы сюда поставим рекурсивные плечи, то у нас будет маленький ход тетивы, поэтому сделаны специально блоки для того, чтобы увеличить ход, рабочий ход тетивы и, так скажем, чтобы арбалет нормально стрелял. На самом деле, в последнее время очень часто продаются тетивы уже в комплекте с законцовками. Но бывают такие партии, когда приходят тетивы без законцовок, и законцовки приходится покупать отдельно. Стоят они недорого. Слушай, а вот на самом деле, ты, кстати, задал резонный вопрос. А если у меня тетива порвется, что с ней делать-то вообще? Ну, учитывая, что из металла, не знаю, к кому обращаться. Ну, смотри, жестянщику? Не, у нас в магазине как бы, периодически поступает данные тетивы в продажу. Но это периодически, ребята. Крайне редко. У нас, например, такую тетиву может сплести любой. Пусть она будет стоить там дороже, да, там из американских. 1000 да. рублей будет стоить. Пусть даже там 1200, бог с ним. Ну, вы пошли и сделали, ваш арбалет стреляет. А здесь, если тетивы нету, это ж вообще капец. Арбалет не рабочий, просто. Паракорд. Да, кстати, у нас приходили чуваки, которые что-то там плели такие. Из паракорда делали себе тетивы. И потом приходили и говорят, вы не можете нам сделать тетиву сюда? Мы говорим, извините,
Ну, у нас такого завода нету. В нашем магазине Супер Арбалет продаются индивидуальные специальные арбалеты в подарочной упаковке. Здесь написано название арбалета, его характеристики, нарисовано сам на картинке, а сзади представлена инструкция, подарочная инструкция, как собрать арбалет. Но самое главное, подарочный сертификат, подарочный паспорт и подарочная упаковка. А сертификат его подарочный, ты чё? Ну, подарочный Сертификат ЭКЦ МВД, ребята. Никакой он не подарочный. Обычный сертификат, что ваш арбалет не относится к оружию, просто. А есть подарочные сертификаты эквивалентом в 3000 рублей, 5 и 10. Их можно суммировать в 18 тысяч рублей. А можно 2 раза по 18? Можно 2 по 18 и так далее. Они все работают у нас в течение этого года. Все подробности будут в ссылках в описании. Так, и теперь я предлагаю провести такой маленький тест. Так как арбалет Аспид стреляет гарпунами, вот что мы сделаем. Мы сейчас будем собирать на каждый арбалет гарпуны и попробуем из этих гарпунов выстрелить. Значит, условия такие. Я и Марк садимся по разные стороны стола. У нас будут общие инструменты и материалы, с которых мы должны сообразить гарпуны и чтобы они еще стреляли. Поэтому 30 минут, не секунд, ребят, 30 минут и погнали. А самое что забавное, я об этом даже не знал. Теперь узнал. Ну, в общем, будет шняга, не критикуйте, пожалуйста, я не инженер. Но у меня-то уже стреляет гарпунами. Все готово. Главное, только эти гарпуны осталось мне найти. Ну что, ребята, поехали. У нас есть 30 минут для того, чтобы смоклачить гарпуны. Но время пока не начинается, потому что мы не поменяли законцовку. Надо поменять. Ну, чё, давайте сначала сейчас поменяем законцовку и потом начнем. Так, не забываем немножечко тетиву подкручивать, чуть-чуть, парочку оборотиков. Ты там стул не испортил? Ну я за яйки больше переживал, не за стул. Ну чё, погнали? Давайте. Короче, у нас есть разные принадлежности. Ну и попробуем что-нибудь сделать из этого. Загарпунил стрелу, но гвоздь длинный и не заходит вот в прицел, в отверстие, где прицел. Поэтому придется тетиву, стрелу до тетивы до конца не вставлять. Ну как есть. Да, сейчас попробую другую стрелу еще одну сделать. Может быть получится по-другому. Ну еще пока время есть. Всегда держу в кармане стрелу с ниткой. Всегда у меня запасная есть. Жулик. Антон, осталось 17 минут. Да я понял. Сейчас думаю, как мне, чтобы делать, можно было у каждой стрелы. Короче, чтобы я мог сделать много выстрелов, надо сделать. Значит, нужно намотать. Каждый раз должны быть новые катушки, но у меня катушка всего одна. Поэтому как-то стрела должна вылетать каждый раз. Вот. Либо мне что-то нужно наматывать с каждой стрелы по 10 метров. Там, ну не знаю, пока вот думаю, короче. Пока вот мыслей никаких нет. Марк, А у меня 20 метров лески, он запихнуть в бутылочку. Выпадает. Сними, что у меня внизу. Сколько лесовых у меня нитки. Короче, я, наверное, сейчас пойду другим способом. все, руки на стол. Не успел говно возьми. Серьезно? Я сделал все. У меня Марк. 4 гарпуна получилось. Марк. Все, руки чисты. Я, короче, сделал 4 гарпуна. На конце будет петелька, сюда будет одеваться, тут, короче, катушка. Я решил ее, короче, не использовать.
На конце, короче, будет вот так вот. Смысл сейчас покажу на одной. Это чтобы конец не мешался. И все. Это, короче, в руке держу. Вот эту нитку, гарпун засовываю. Вот так происходит, короче. И, короче, вот так я буду стоять, аккуратненько в руке так держать и буду стрелять. Представляю вашему вниманию новый апгрейд скаута SIA Outdoor Edition от магазина Super Arbalет. Он у нас состоит из прекрасного, крепкого магазина с ниткой на 20 метров. Также он оснащен проволокой-кивером для стрелы, для второй, для гарпуна. И сам гарпун будет тоже взводиться. Помимо этого у нас есть рычаг для взвода, это у нас запас нитки, чтобы если что, когда взводить, был разгон. После этого она вылетает. Все это сюда привязано, чтобы не улетело. Это лучшая привязка, морские узлы, только они. Очень интересно, я это еще не пробовал. Вот, посмотрим, что это выйдет из себя. Надеюсь, я выиграю. Ну все, что? Поехали? Погнали. Скажи, где здесь пруд, ты говоришь? Где быки телушек пруд. Стреляем из арбалетов по бутылке, которую мы кинули, ну, примерно метров на 5. Посмотрим, насколько нам удалось сделать хорошо наши гарпуны. И посмотрим, как мы попадем. Условия, да, кто первый загарпунит, тот и победил. 1, 2, 3. А не хватает длины! Видно? Ерунда полнейшая. Да что ж такое? Кстати, может быть, надо попробовать с каким-нибудь 150-м арбалетом. Здесь, конечно, сила маленькая, а вот если со 150-м нормальную катушку прикрутить, прям туда ее присверлить и выстрелить, то катушка будет разматываться безинерционная, то будет нормально. Зря мы делали 7 гарпунов. Надо было делать всего один, который можно вот так было отматывать, приматывать, а потом отматывать, приматывать. Поставлю гарпун, который родной от Аспида. Здесь заявленная длина нитки 5 метров. Крючок. Крючком вниз будем вставлять. Пробуем родной гарпун и родную катушку. Катушка не сработала. Но я попал с этим гарпуном. Не долетел. И снова не вылетел. Не, порвалась, смотрю. Что я скажу насчет своего изобретения, своего гарпуномета, старого доблестного стандартного скаута, модернизация от меня. Он работает не идеально, есть момент, когда нужно доработать, но, как было видно на видео, я был первый, кто попал, но и не потянул. Я просто дал, так сказать, волю насладиться победой другому человеку, потому что я по жизни победитель. Скаут для боуфишинга не очень подходящий вариант, его приходится дорабатывать, а как это сделать, только колхоз, красный перец, здравствуй, только так. Других каких-то обвесов я не вижу на него смысла. По силе он молодец, он справляется, но на него нет апгрейдов, на него нет модификаций для боуфишинга вообще. Только если самому что-то придумывать и как-то пытаться сюда их маклачить в отверстие, поближе сними, в отверстие для рукоятки, только если сюда что-то придумывать. Других креплений здесь нет. Самый длинный гарпун разматывает. Или сделать же на 3D принтере,
ну это сейчас возможно в наше время, в 21 веке, сделать какое-нибудь крепление и просто его туда вмонтировать, и там то же самое Picatinny Weaver, ну или крепление для спиннингов, я не знаю, как там оно идет, можно его поставить, и что-то из этого может быть получится. Но так, по своей силе, натяжение в 36 килограмм, мне кажется, что скаут и аналоги данного арбалета больше подходят для буфишинга, чем аспид. Он слишком слабый. Он втыкался, но слабоват. Ну сколько? Ну рыба вот на таком расстоянии. Учитай, что у тебя еще рыба будет под водой. Как мощно. Не, он хорошо лупит, очень хорошо. Причем, смотри, я в дно бутылки попал, оно твердое. Слушай, на самом деле, самодельные гарпуны работают, как мы видим, лучше, чем стандартные заводские какие-либо. Так что можешь делать самому, но на это нужно время и немножко инженерного образования. Ну или творчества. Даже учитывая, что моя леска была примерно длиной 10-12 метров, учитывая, что она у меня вся скомкалась и превратилась в баребухи, мне все равно хватило данной длины, чтобы пробить бутылку. Так что мое решение выбрать подлиннее леску было лучше, чем взять короткое, и которое не запутается. Поэтому это мое преимущество и было. И первый попал я в банку. Все это у нас есть записано, надеюсь, записано, товарищ оператор. Я тоже надеюсь. Если не записал, то а-та-та. Подписывайся, ставь лайк. Молодец, братюня. Я об этом и говорил, то что скаут за счет своей мощи он и будет на порядок выше, чем аспид. Как бы ты его ни делай, не модернизируй, не придумывай гарпуны, лески и какие-то обвесы. Скаут берет мощью и силой. Можно сказать то, что данный гарпун, заготовленный мной, не нужно было никаких дырок сверлить, ничего. Банально просто я подрезал немножко перья, сделал паз для лески и гвоздик в виде гарпуна спас и никак не подвел, даже не сломался и не погнулся особо. Поэтому это лучше будет делать самому, чем использовать заводские гарпуны. Что касается моей катушки, она меня не подвела. Правда, у нее один минус, она одноразовая. Один раз я ее использовал, после мне как-то было лень и впадло обратно засовывать леску в бутылку. Но в принципе, для первого раза ее можно использовать. Для дальнейшего она не нужна вообще, можно ее снять, демонтировать. Но свою функцию она выполнила на все 100%. Я доволен результатом и своей работой за полчаса. Я разочарован, честно говоря, в аспиде и вот в потраченных полчаса времени моих. Хоть я и сделал 7 гарпунов, да, я там сделал. Воспользовался только одним, первое. Второе, силы не хватает этого аспида, достреливать даже на 5 метров. Второе, третье, надо все-таки делать какую-то катушку рыболовную, чтобы это все нормально летело хорошо, сматывалось удобно, чтобы леска не запутывалась никогда. Ну, не знаю, наверное, 5, 6, 7 метров может аспид стрелять, но если сравнивать со скаутом, то сила натяжения у скаута в 2, а то и даже, может быть, и больше раз, чем у аспида. Я, честно говоря, расстроился. Сейчас мы замерим силу нажатия на спусковой крючок у арбалета Аспид. Поехали! Одна целая 13 ЛБС. А теперь проверяем скаут. Целых ЛБС. Сейчас мы замерим скорость вылета стрелы на хронографе у арбалета Аспид. Поехали!
Теперь проверим скорость скаута. Ну что, подведем итоги. Мы постреляли с арбалета Аспид Скаут. Мы пытались сделать гарпуны. Мы постреляли на точность стрелами. Постреляли шариками с Аспида. Теперь мы расскажем свои впечатления. Ну так что, Марк, как тебе скаут? По поводу скаута могу сказать только одно. В плане гарпуна это интересная штука, его можно использовать, но, как я уже говорил, его нужно приспосабливать. Это упорно. По силе натяжения он превосходит, чем Аспид, это было доказано. В плане скорости в 2 раза больше, чем у скаута показатели. А в плане точности зависит от арбалета от стрелка. Но я бы хотел уточнить. Все-таки точность зависит от стрелка. Мне кажется, если приноровиться именно по прицелу, то точность гораздо лучше у скаута, чем у Аспида. Я что хочу отметить. При выстреле с Аспида я видел, как стрелы отклоняются довольно-таки сильно в полете. У скаута я такого не заметил. Поэтому за счет как раз сил натяжения скаута заявлено у него 36 или 36 ЛБС. Мне кажется, она соответствует. Аспид явно слабее, чем скаут. Но хотел бы отметить плюсы Аспида. Первое. Если вы хотите пострелять для отдыха и развлечения, безопасность у скаута лучше, потому что он слабее, и с детьми и подростками стрелять гораздо безопаснее. Что касается развлечения по поводу шариков и стрел, клевая штука, я очень доволен. Именно для развлекухи на даче. Что касается точности, все-таки Аспид, наверное, больше, чем 15 метров. Я бы не стал бы стрелять бы, а то вообще, наверное, даже из 10 метров стрелял бы. И самое главное, надо брать щит не 50 на 50, а, наверное, метр на метр. Разлет все-таки, да, большой. Тем более дети, так скажем, не очень понимают, как пристреливать арбалет. Поэтому будет разлет и еще больше. И выбирайте, конечно, чтобы за щитом было безопасно. Поэтому развлекуха, Аспиду ставлю жирный плюс. Значит, что касается стрельбы гарпунами. Хрень полная вообще. То есть я как начал стрелять в эту бутылку 5-литровую со своими маклаченными гарпунами, херня полнейшая вообще. Это первое. Второе, то, что было в комплекте. Эти катушки мы поставили. Эти гарпуны там мы отрегулировали, эти зацепы на дротике. Но фигня полнейшая. Почему? Потому что при вылете этого гарпуна сам этот зацеп цепляется за веревку, веревка развязывается, соответственно, ерунда полнейшая. Я там сделал 3 выстрела, подумал, что нафиг. Взял свои гарпуны, которые я сам там намострячил, и ими стрелял. Значит, что касается боуфишинга именно с Аспида. Без вариантов вообще. Для развлекухи вот так вот привязал бутылку, кинул ее, с ребятишками поразвлекался. Да, прикольно. В эту же бутылку можно пострелять, которая плавает, и шариками. Вот. Но рыбная ловля, вообще забыть про рыбную ловлю с Аспида. Что касается арбалета Марка. Марк, ну давай расскажи, как у тебя обстояла именно стрельба по бутылке на воде. По бутылке это было забавно и интересно. В плане прицеливания, в принципе, все оптимально, все понятно. Порадовала длина моей лески, как бы Да. сыграла то, что леска длинная, были узлы, были эти поребухи, но все-таки гарпун сделал свое дело, все-таки попал, и можно было спокойно тянуть и гарпунить, и не проиграл. А именно Аспид проигрывает, мое мнение, в мощности капитально. Скаут просто его люто рвет и на дальность, и на проникающую способность, и на скорость вылета стрелы. Поэтому Скаут мне безумно понравился. Аспид я бы взял в плане развлечений для детей. А если для себя, для любимого, что-то поинтереснее, поэкстремальнее, поадреналиновее, так это только Скаут. Но я вот еще хотел бы заметить в плане взвода. То есть все-таки, наверное, подростки ни один из этих арбалетов сами не взведут. Первое.
аспид нужно вытягивать его. И вот этот вытяг именно рычагом. То есть нужно все-таки прилагать силу. У скауток вообще, то есть нужно вот этот перелом, его нужно переломить в каком-то определенном моменте. Ребенок не сможет сделать. Мужчина без проблем. Даже, наверное, женщина не взведет. Наверное, ни аспид, ни скаут. Но, может быть, это, кстати, даже и к лучшему, что если кто-то захочет пострелять там из детей без присмотра взрослых, вряд ли, наверное, там до 14 лет дети смогут его просто зарядить. Вот. Хотя, наверное, ну, подростки бывают разные, но это мое мнение субъективное. Что скажешь по этому поводу? Да, еще маленький лайфхак тоже есть по поводу скаута. У него крайне реально тяжелый преодоление рычага взвода. Здесь маленький лайфхак. Будет в комплекте у вас воск, может быть и нет, в зависимости от комплектации. Именно саму направляющую, где у вас идет перелом, сами рога натягивают тетиву, смажьте воском, чтобы легче было все заводить. Согласен, да. Так что давайте вот подведем итоги. В принципе, мы довольны и одним, и другим арбалетом. Один арбалет для своего хорош, другой арбалет тоже, в принципе, хорош для своих целей. Поэтому, наверное, мы оба арбалета им поставим плюсики. Но по мощности мы отдадим преимущество скауту, по функционалу мы отдадим преимущество аспиду. Поэтому на вкус и цвет... Все фломастеры разные. Да. Поэтому кому что нужно. Я думаю, что перед покупкой все-таки стоит проконсультироваться с менеджером магазина. И, соответственно, он вам по этому вопросу очень хорошо подскажет. Кстати, у аспида крепление ласточкин хвост, туда какой-то оптический прицел, мне кажется, ставить бред. Можно только поставить какой-нибудь ЛЦУ, может быть какой-то открытый коллиматор. Что касается скаута, у него идет планка Пикатини, да, Пикатини. Вот, и, соответственно, там есть регулируемый прицел вправо, влево, вверх, вниз. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы будем стараться для вас выпускать все новые и новые интересные видосики. Пока. Счастливо.